Всем привет, друзья! С вами Петрушка-Ватрушка, репортер организации Notus Windsor. Я нахожусь на Интернешнале, в своем номере в отеле, и это вечерний блог. Сегодня закончился второй день группового этапа, и я решила, что самое время ответить на вопросы, которые у вас возникли. Очень много читаю комментариев по поводу того, что Яна, где видео, Яна, пили больше видео, мы хотим видеть команду и так далее. Ребята сейчас очень много тренируются. То есть, когда они не играют групповой этап, они тренируются. И вы сами должны понимать, что я не могу вам показывать практики, я не могу вам показывать КВшки, пики, стратегии, вот эти вот их общения. Ну, потому что это банально может увидеть враг, и такое я не могу показывать. А ребята нон-стоп тренируются, чтобы вы понимали. Поэтому я снимаю все то, что могу. Это попадает в дневники. Вот, пытаюсь брать какие-то комментарии так, чтобы особо сильно не напрягать игроков. Так что вы уж простите, но по количеству видео я вам не могу делать. Их очень много. Вот. Будут выходить дневники, будут выходить интервьюшки с игроками, но чуть-чуть позже, после группового этапа мы обязательно пообщаемся с некоторыми из них. По поводу интервью с Акбара могу сказать, что Акбар сказал, что если они хорошо выступят на интернешнале, то после интернешнала он даст интервью. Я не хочу, чтобы вы как-то флеймили или меня, или Акбара, просто Акбар такой человек дела, который не любит просто так болтать, а вот действительно, если он покажет достойный результат, ему будет не стыдно появиться на камеру. То есть все вот сводится к этому, вы уж поймите. Вот. Так что да, будут дневники, будут лайв-видео, будут обязательно выпуски ГГВП с нашими игроками. Я думаю, что мы, возможно, их снимем в перерыве между групповым этапом и основным. Вот. Сегодня второй день группового этапа, завтра будет третий, очень важный для нас день, потому что если ребята выступят хорошо, то они попадут в верхнюю сетку. Я могу сказать о том, что ребята действительно настроены очень серьезно завтра на игру. Они выступили не очень хорошо в первый день, хотя он, по сути, был одним из самых легких дней, потому что команда с Wildcard, TNC и ЕГЭ, которые там тоже в последнее время не показывали супер результата. Как мне кажется, ребята немного, знаете, так недооценили соперника и слишком сильно в себя поверили. Они готовились действительно хорошо, они готовились много, играли на саммите, на Старладере. После Старладера у них была там неделя буткемпа в Калифорнии, в доме БТС. Сюда приехали, тренировались. Они, не подумайте, что они их халтурили. Ну вот просто, может быть, знаете, в ответственных моментах где-то не собрались, играли не в свою игру совершенно. Возможно, тут сказались нервы, большая ответственность, потому что все-таки турнир на 20 лямов как бы. Вот. Они, да, действительно расстроились после первого дня, но на сегодня они собрались, они вчера готовились. У нас есть, как вы знаете, в команде аналитик Дима Дакота, с которым я обязательно запишу интервью. Я думаю, вам будет интересно узнать вообще, как человек не из киберспорта попал в киберспорт, какую он помощь оказывает Нави, что там, какую аналитику он дает и так далее. Вот. Так вот, вчера и вообще перед каждым матчем абсолютно они садятся с аналитиком и готовятся. То есть он дает какую-то информацию, они ее там обрабатывают. Вот, и это помогает им в драфтах и так далее. Так вот, вчера тоже они готовились, но ребята знали, что игра против Alliance будет сложной, потому что Alliance такие ребята, они любят грязь, там что-то типа Бродей, Лон Друида. Сегодня, конечно, мы их не увидели, но сильные соперники. Но не пошло у них немножко с играми, они, конечно, тоже подрастроились, но, знаете, вот после проигрыша Alliance 2-0, они вот так собрались, и вот, знаете,
столько в них чувствовалось вот такого рвения какого-то. Говорят, ну блин, ну как мы можем? Ну мы не можем просто вот проигрывать, мы не можем играть, это не наша дота. Все, играем нашу доту, там чуть ли не, знаете, такие варианты. Все, Даня на пудже будет. Ну, там фактически доходило до этого. В общем, ребята собрались, и было видно, как в играх против LGD они играют на такой, знаете, ну не то, что вот плюс морали, но вот они показывали действительно свою доту, они давили, они не давали врагу фармить, они ничего, это просто был хаос такой в игре, правильно ему вы делали, выиграли 2 игры. Вот, конечно, настроение у них поднялось, вот, они поняли, какие ошибки они допускали там, получается, вчера. Вот, и сейчас они сидят в игровой комнате и настраиваются на завтрашние игры, потому что играем против Wings OG. Wings — сильнейшая команда, которая играет всем подряд, то есть против них банить даже непонятно что, потому что действительно там пул героев широченный. OG вообще наши старые, такие, знаете, заклятые соперники, которых нам не удается выиграть. То есть игры будут сложные, ребята это понимают, и нам нужно реально вот завтра выиграть все игры. Но они действительно настроены серьезно, вы не подумайте, что они тут отдыхают, как-то расслабляются, много работают. Вот. Ну, может, это, знаете, как уже в традицию вошло, что Нави там в начале там с какого-то последнего места пробираются там в финал, как это было раньше. Может, это будет так и здесь, вот, потому что запал у ребят есть, и вот этот вот, может быть, знаете, может, им нужен был какой-то пинок вот под попу, грубо говоря, чтобы вот они показывали свою игру. Посмотрим, что покажет нам завтрашний день. Ну, я, конечно же, уповаю на то, что все будет шикарно, потому что, мне кажется, я самый большой болельщик вообще, который возможен сейчас, потому что я, грубо говоря, переживаю это все с ними, очень волнуюсь, и это вообще отдельная история, тут стресс происходит у меня. Вот, об этом поговорили. Хотелось бы выразить благодарность тем, кто, несмотря там, на проигрыши, поддерживает ребят. Спасибо, вы просто молодцы. Я читаю на ютубе комментарии в группе, что ребята, соберитесь. Это очень приятно, и игроки тоже же это читают. Как бы, спасибо вам за поддержку. А для глоров, которые сегодня Нави выиграют, говорят, Нави молодцы, а завтра они проигрывают и хейтят Нави, вам уготовано особый котел в аду. Так не нужно поступать, и плохие вы ребята. Вот. Либо болейте, либо не болейте. Определитесь в конце-то концов. Вот. Ну, такие дела. Ждите от меня дневников, ждите в ближайшее время интервью. Если какие-то будут апдейты, вот такие там, какая-то, не знаю, что-то произойдет, я вам расскажу все в дневниках или в блоге. Постараюсь кого-то, может быть, вытянуть тоже на вот такую вечернюю посиделку, на вечерней посиделке кого-то из игроков, если они, конечно, хорошо выступят, потому что если не очень, то мне не хочется их дергать, потому что им нужно реально сконцентрироваться на игре. Вот такие дела. Что спасибо всем, кто смотрит нас. Спасибо тем, кто пишет лестные комментарии, не лестные, хорошие комментарии. Если у вас есть какие-то предложения, можете их писать. Так что, да. Все будет классно, ребята. Болейте за Нави, поддерживайте нас и вообще поставьте лайк под этим видео. Это будет круто. А дизлайк не надо. Так что, да, увидимся совсем скоро. Давайте, пока. В дневнике увидимся.